В Иркутской области вынесен первый в регионе приговор по так называемой воровской статье Уголовный кодекс Российской Федерации 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Уроженец Татарстана Радик Шафигуллин, в криминальной среде известный также как Радик Татарин, решением областного суда приговорен к 9 годам лишения свободы. Несмотря на то, что санкция оказалась всего лишь на год, выше минимально возможной, отбывать наказание авторитету предстоит в исправительном учреждении особого режима. 19 апреля Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 53-летнего, ранее судимого уроженца Татарстана Радика Шафигуллина. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Приговор не вступил в законную силу. Судом установлено, что с 1998 года по настоящее время он причислял себя к категории так называемых воров в законе, обладающих авторитетом в преступной среде, воспринимался в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью. В частности, отбывая наказание в колонии строгого режима, использовал свое влияние в преступной среде в целях воздействия на лиц криминальной направленности в местах лишения свободы и за их пределами на территории Иркутской области, уточняется в сообщении. В ходе судебных прений ранее озвучивалась информация о том, что Шафигуллин, по данным следствия, находясь в исправительных учреждениях Татарстана, Красноярского края, Новосибирской области, Иркутской области, принимал активное участие в решении общеуголовных вопросов, возникающих в среде осужденных и лиц, придерживающихся криминального образа жизни на свободе. В частности, в 2019 году по предложению Шафигуллина был назначен так называемый положенец города Черемхово Иркутской области. Уголовное дело в отношении Радика Татарина расследовалось сотрудниками Следственного комитета России по Иркутской области. В ведомстве напоминают, что мужчина в 2009 году был осужден на 20 лет лишения свободы за совершение, в 2003 году в городе Нижнекамске, убийство 2 лиц и покушение на убийство 1 лица, совершенные по найму организованной группой и общеопасным способом. Преступление было совершено при помощи руководителей преступного сообщества с целью распространения криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки. С 2015 года Шафигуллин отбывал наказание в исправительной колонии 19 ГУФСИН России по Иркутской области и содержался в отряде строгих условий отбывания наказания. В рамках расследования уголовного дела следователями произведены следственные действия в различных субъектах Российской Федерации, допрошено более 100 свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз. Следователями Следственного комитета России совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Иркутской области, ГУФСИН России по Иркутской области и Главное управление уголовного розыска МВД России выполнен значительный объем следственных и оперативно-розыскных мероприятий, уточняют в региональном Следственного комитета России. Решением суда Радику Шафигуллину присуждено 9 лет лишения свободы за преступления, совершенные в рамках статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации, а по совокупности наказания 10 лет. При этом минимальная санкция данной статьи предусматривает 8 лет лишения свободы, а гособвинение запрашивало для Шафигуллина 13 лет. По решению суда отбывать срок авторитет будет в исправительном учреждении особого режима. В подобные места лишения свободы преимущественно отправляют тех, кто осужден пожизненно, а также серийных убийц, маньяков, террористов. Уголовное дело в отношении Шафигуллина поступило в суд ровно 2 года назад, 19 апреля 2021 года. Как сообщила пресс-служба Иркутского областного суда, объем дела составил 20 томов. Представители защиты Радика Шафигуллина сообщили, что окончательное решение об обжаловании приговора их доверитель примет после того, как ознакомится с полным текстом приговора.
Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.